Джордан Белфорд с самого начала своей карьеры жил так, будто законы обычной жизни его не касаются. Его день начинался с бутылки шампанского стоимостью несколько тысяч долларов, которую он пил сразу после пробуждения, и продолжался вечеринками, наркотиками и развлечениями, границы которых трудно представить. Яхты, дорогие автомобили, частные самолеты — все это было частью его мира, где деньги и власть шли рука об руку. Белфорд окружал себя командой энергичных и амбициозных людей, создавая атмосферу постоянного праздника и безумства, где каждый сотрудник мог заработать огромные комиссионные, если следовал правилам игры. Каждое утро он проводил планерки, где разжигал азарт, мотивировал сотрудников и превращал обычных новичков в высокоэффективных продавцов, используя психологию, манипуляции и харизму. Одновременно роскошь сочеталась с жестким контролем. Ошибки стоили дорого, дисциплина была ключом к успеху. Контраст между вечной праздностью и точной финансовой машиной создавал интригу. Зритель видит успех и безумие одновременно, ощущает приближение опасности, а Белфорд, несмотря на экстремальный образ жизни, понимал, что богатство и власть строятся на стратегии, расчете и манипуляциях. До того, как Джордан Белфорд стал известен на Уолл-стрит, он уже проявил редкий предпринимательский талант. В 17 лет он зарабатывал деньги, продавая мороженое и ожерелье на пляже. Доходы доходили до $500 в день. И к концу лета он сумел накопить $20 тысяч, достаточно для попытки изменить жизнь. Позже он открыл бизнес по продаже мяса и морепродуктов, намереваясь захватить рынок, купить дешево и продать дороже. Арендовал 26 грузовиков, договаривался с поставщиками об отсрочке платежей и пытался развернуть масштабную сеть. Однако практика оказалась сложнее теории. Товар портились, постоянные кассовые разрывы стали привычным состоянием дел, и большая часть доходов уходила на погашение долгов. Большинство предпринимателей в такой ситуации закрыли бы бизнес, но Белфорд продолжал убеждать поставщиков, обещая будущее вознаграждение и создавая иллюзию стабильности. Этот опыт научил его управлять людьми, видеть возможности там, где другие видят препятствия, и закалил характер, что позднее пригодилось на Уолл-стрит, где ставки были намного выше, а ошибки стоили миллионы долларов. Контраст между ранними успехами и неудачами создавал интригу. Зритель понимает, что будущий волк с Уолл-стрит готов к рискованным финансовым операциям, а его амбиции превышают здравый смысл. После краха мясного бизнеса Джордан Белфорд устроился стажером в брокерскую компанию LF Rothschild. Его обязанности были просты — дозваниваться до клиентов и передавать трубку более опытным брокерам. Даже на этой позиции он проявил способности, понимал, как эмоции влияют на решения инвесторов и как можно убедить людей покупать акции, даже если они не понимали сути сделки. Его заметил один из успешных брокеров компании, пригласил на обед и поделился секретами работы на рынке, что навсегда изменило жизнь Белфорда и открыло путь к будущим финансовым махинациям. Вскоре он получил брокерскую лицензию и впервые столкнулся с инструментами, которые позволяли зарабатывать огромные суммы. Первый рабочий день как брокера пришелся на черный понедельник. Обвал рынка разрушил миллионы. Белфорд увидел, как страх и паника управляют людьми, и понял, что успешный брокер должен управлять психикой, а не только цифрами. Эти уроки стали фундаментом его стратегии, где каждая сделка превращалась в точную, рискованную игру, а каждое решение могло привести к славе или катастрофе. Контраст между хаосом рынка и возможностью быстро зарабатывать создавал интригу. В 1989 году Джордан Белфорд основал Stratton Oakmont, быстро ставшую известной как Бойлерная. Компания, где брокеры продавали акции малоизвестных компаний, создавая иллюзию спроса и искусственно разгоняя цены. Он сразу набрал команду энергичных и амбициозных сотрудников и обучал их агрессивным методам продаж. Белфорд внедрил строгие правила и дисциплину, но одновременно создавал атмосферу веселья и безумия, где каждый брокер мог зарабатывать огромные комиссионные. Утренние планерки заряжали команду энергией, мотивировали на психологическое давление на клиентов и настраивали на эффективную работу с эмоциональными реакциями людей. Основная цель была одна — максимизировать прибыль, используя психологию инвесторов и манипуляции с ценами акций. Скрипты, техники убеждения и методы давления превращали сотрудников в убедительных продавцов. Stratton Oakmont стала настоящей машиной для заработка миллионов, где скорость и энергия играли ключевую роль, а ошибки обходились дорого. Контраст между весельем, безумием и строгой системой создавал интригу. Успех и безумие шли рука об руку, но каждое действие приближало Белфорда к потенциальной катастрофе.
В 1993 году Stratton Oakmont провела скандальное IPO обувной компании Steve Madden. На первый взгляд это выглядело как обычная публичная сделка, но на самом деле Белфорд заранее выкупил контрольный пакет акций через подставные компании, скрывая реальное владение. Инвесторам казалось, что они участвуют в законной и прозрачной сделке, однако цена акций полностью контролировалась Stratton Oakmont. Брокеры звонили клиентам, убеждали их покупать акции и уверяли, что компания имеет огромные перспективы. Цены на акции росли стремительно, принося огромные доходы Белфорту и его партнерам. Эта операция демонстрировала мастерство манипуляции рынком. Каждая деталь была продумана, а риски инвесторов игнорировались. Стратегия IPO позволяла Белфорту и его команде быстро извлекать прибыль, создавая ощущение легких денег и безнаказанности. При этом за фасадом успеха скрывались юридические риски, которые в будущем сыграли ключевую роль в падении империи Белфорта. Контраст между законностью и скрытой манипуляцией создавал интригу. На пике успеха Stratton Oakmont Джордан Белфорд демонстрировал власть через роскошный образ жизни. Яхты, дорогие автомобили, вечеринки, наркотики — все это было частью его мира, где деньги и влияние шли рука об руку. Он создавал впечатление, что компания — это элитный клуб, где каждый сотрудник может заработать состояние, если строго следует правилам игры. Утренние планерки, мотивирующие речи и психологическое давление сочетались с атмосферой роскоши и развлечений, превращая офис в место, где азарт и страх работали на прибыль. Белфорд контролировал каждый уровень работы компании, от манипуляций с акциями до психологии сотрудников. Каждый брокер понимал, что успех зависит от дисциплины и умения следовать скриптам, а любая ошибка могла дорого обойтись. Контраст между безумной роскошью и строгой финансовой системой создавал сильную интригу. Зритель видит, как огромные доходы строятся на тонкой грани между властью, манипуляцией и потенциальным крахом. Белфорд одновременно вдохновлял и пугал, превращая компанию в механизм, где азарт и страх управляли людьми так же эффективно, как и деньги, создавая уникальный микроклимат, в котором работа и безумие сливались в одно. Крупные операции Stratton Oakmont неизбежно привлекли внимание SEC и NASD, американских регулирующих органов, которые следили за законностью биржевой деятельности. Начались проверки телефонных разговоров брокеров, анализ транзакций и соответствие деятельности законам. Белфорд понимал опасность и использовал свои навыки убеждения, чтобы минимизировать последствия, создавая видимость законной работы компании. Внутри Stratton Oakmont сохранялась привычная атмосфера роскоши и веселья, но за пределами офиса происходила настоящая игра. Регуляторы внимательно отслеживали каждое движение. Брокеры подозревали прослушку, проверки стали регулярными, а давление на сотрудников усилилось. Любая ошибка могла дорого стоить, поэтому Белфорд совершенствовал методы маскировки своих схем, создавая иллюзию законности, контролировал психологическое состояние команды и одновременно планировал новые финансовые манипуляции. В 1999 году Джордан Белфорд был задержан по обвинению в мошенничестве и отмывании денег. Чтобы снизить срок наказания, он согласился сотрудничать с ФБР, предоставив детальные сведения о партнерах и внутренних операциях Stratton Oakmont. Его тюремный срок составил всего 22 месяца, относительно небольшой срок для подобных преступлений. Даже находясь за решеткой, Белфорд оставался расчетливым, анализировал ошибки, планировал будущее и превращал уроки своих преступлений в опыт для легальной деятельности. Этот период стал испытанием характера. Роскошь, власть и влияние исчезли, остались лишь интеллект, наблюдательность и умение управлять информацией. Белфорд осознавал, что последствия его махинаций тянутся долго, и каждое решение теперь могло изменить жизнь, поэтому он тщательно продумывал все шаги. Тюремные годы Джордана Белфорта были необычными. Он находился в исправительном учреждении с библиотекой, залом для занятий и теннисным кортом, что позволяло поддерживать активность и интеллект. Белфорд использовал это время для анализа своих действий, изучения психологии людей и планирования будущей легальной карьеры. Он писал заметки, формировал стратегии, которые позже стали основой его мотивационных лекций, а также готовил материалы для будущих книг. За стенами тюрьмы жизнь Stratton Oakmont казалась далекой, но опыт, полученный там, оставался актуальным. Белфорд осознал цену каждого решения, понял, что власть и деньги не вечны, а любая ошибка имеет долгосрочные последствия. Он научился смотреть на события с холодной точки зрения, оценивать риски и последствия, а также ценить дисциплину и стратегию.
Этот период стал для него важнейшим уроком. Даже после потери всего человек может извлечь знания и подготовиться к новому этапу жизни, используя опыт прошлых ошибок как инструмент для будущего успеха. Контраст между строгой тюремной дисциплиной и его прежним безумием создавал сильную интригу, показывая, что даже в ограниченных условиях можно формировать планы и стратегическое мышление. После выхода из тюрьмы Джордан Белфорд нашел легальный способ монетизировать свой опыт. Он написал 2 автобиографические книги «Волк с Уолл-стрит» и «Охота на волка с Уолл-стрит», подробно описав свои махинации, жизнь на пике власти и безумные вечеринки. Эти книги принесли ему известность, доход и сделали его публичной фигурой вне финансового мира. Белфорд пошел дальше и стал мотивационным спикером, обучая навыкам продаж, психологии общения, техникам убеждения и способам управления вниманием людей. Его лекции популярны, потому что он показывает, как навыки, ранее применявшиеся в преступных целях, можно использовать легально и с пользой. Истории о роскоши, дерзких махинациях и влиянии на людей делают рассказы Белфорда захватывающими и наглядными. Он демонстрирует, что человек, потерявший все, способен превратить ошибки в инструмент знаний, создать легальный доход и сохранить харизму, привлекая внимание и вызывая восхищение аудитории. В своих выступлениях он сочетает юмор, интригу и документальные факты, делая материал доступным для широкой аудитории. Хотя Джордан Белфорд заработал миллионы на книгах и мотивационных лекциях, юридические обязательства продолжают оставаться частью его жизни. Суд обязал его выплатить более 110 миллионов долларов пострадавшим инвесторам Stratton Oakmont. Однако Белфорд выплатил лишь часть суммы. Это показывает, что последствия мошенничества могут тянуться десятилетиями, и никакая популярность не снимает с человека ответственности. Белфорд подвергается критике СМИ, а его репутация остается противоречивой. С одной стороны, он успешный писатель и спикер. С другой — человек, чьи махинации нанесли огромный ущерб. Интрига заключается в том, что, несмотря на легальный успех, прошлое не отпускает его, и каждая попытка заработка сопровождается тенью прежних преступлений. История Белфорда демонстрирует, что богатство без этики оставляет неизгладимый след, а даже после исправления последствия преступлений остаются актуальными. Он прошел путь от подросткового предпринимателя до создателя финансовой империи, где власть, деньги и манипуляции шли рука об руку. Его история показывает, что интеллект и харизма могут приносить ошеломляющий успех, но пренебрежение законами и моралью приводит к падению. После тюремного заключения Белфорд смог превратить полученный опыт в инструмент обучения, писательскую деятельность и мотивационные лекции, показывая другим, как навыки продаж, психологии и убеждения можно использовать легально. Его жизнь стала уроком для миллионов. Амбиция имеет цену, и за успехом без этики скрыта вероятность катастрофы. Белфорд сумел сохранить харизму и способность влиять на людей даже после потери всего, но финансовые последствия его прежних действий продолжают напоминать о прошлом. Этот контраст между легальным успехом и тенью прошлого делает его историю одновременно вдохновляющей и предостерегающей.